Что, если версия мифа о Медузе Горгоне была ложью? Сегодня мы услышим новую версию этой истории. Ее предложил японский художник по имени Джун Чио. Мы в Греции. На холме возвышается храм Афины, богини мудрости и военной стратегии. Греческие воины входят в зал Афины, чтобы поклониться своей богине. Они видят там окаменевшую женщину и пустую колыбель ребенка. Воины в смятении. Что здесь произошло? Вдруг один из них замечает королеву-кобру, которая притаилась за колонной. Воин пытается достать оружие, чтобы убить змею, но не успевает сделать это. Кобра убивает его и остальных воинов. Вы в ужасе. Не спешите делать выводы и слушайте дальше. Возможно, все не так, как вы подумали. После расправы над воинами королева-кобра берет факел и крепит его на колонне, чтобы осветить зал храма. Вам не кажется, что ее поведение слишком разумно? Кобра зовет кого-то, кто сидит наверху. Этот кто-то оказался маленькой девочкой по имени Медуза Горгона. У нее на голове растут змеи вместо волос. Ребенок явно напуган увиденным и плачет, но кобра утешает девочку и говорит человеческим голосом: «Не бойся, моя маленькая, я буду защищать тебя от коварных людей, пока жива». Девочка смотрит в глаза кобре и узнает в ней свою маму, которая превратилась в каменную статую в этом храме. Вот как это случилось. Богиня Афина наделила Горгону божественным даром при рождении. Этот дар заключается в способности превращать взглядом все живое в камень. Мама Горгоны знала это, но ей очень хотелось увидеть свою новорожденную малышку. Она принесла колыбель со своей дочерью в храм Афины, потом развернула одеяло и с любовью смотрела на девочку, пока та спала. Но как только Горгона открыла глаза и, улыбнувшись, посмотрела на маму, в ту же минуту мама Горгоны превратилась в каменную статую. Но материнская любовь не имеет границ, поэтому душа мамы переселилась в королеву-кобру, чтобы охранять дочь от опасности. «Все хорошо, моя маленькая, не волнуйся, мама с тобой», — сказала кобра. Девочка обняла свою маму, и обе уснули. Медузе Горгоне снится сон. Безголовые каменные воины гонятся за ней. Она убегает, но воины снова и снова настигают ее. Медуза Горгона пытается спрятаться, но каменная рука заносит над ней каменный меч и отсекает голову. Да, действительно кошмар. Не каждый выдержит такое. Лучше поскорее пробудиться. Медуза Горгона в ужасе просыпается и понимает, что дар Афины – это вовсе не благо, но проклятие. Она закрыла лицо руками и расплакалась. Мама Кобра слышит плач дочери. «Что случилось, моя маленькая? Кто тебя обидел?» – спросила она. «Я приношу людям горе. Я не такая, как все», – сказала Горгона. Мама утешает ее. «Все не так плохо. С твоим даром ты можешь делать то, чего не смогут делать другие. И я тебе это докажу. Видишь яблоко? Ты легко сможешь достать его без веревок и лестниц. Попробуй». Девочка Горгона пытается дотянуться до яблока маленькими ручками, но у нее на голове есть змеи. Они цепляются за колонну и как пружинку подбрасывают девочку наверх. Еще немного, и Горгона уже сидит рядом с яблоком. Она радуется своим способностям и красному яблоку, которое достала. Девочка смотрит вниз и замечает двух оленей, которые направляются к развалинам храма. Это мама-олень со своим детенышем. Олени мирно пасутся на поляне и не подозревают, что за ними кто-то наблюдает. Горгона решила отдать яблоко олененку и быстро бросает его вниз. Олененок, реагируя на звук, поднимает голову. Он видит яблоко и идет к нему. Медуза Горгона счастлива. Но мама Кобра озабоченно говорит ей: «Ты подвергаешь себя опасности. Пожалуйста, не делай так больше». «Хорошо», — отвечает Медуза. Вдруг девочка замечает за деревом блеск наконечника стрелы. Это охотник по имени Персей. Он натянул тетиву лука и хочет убить оленя.
Медуза Горгона пытается предупредить олененка, но теряет равновесие и падает с высоты в траву. Олени настораживаются. Персей тоже замирает в изумлении и не стреляет. Вот олененок приближается и с любопытством смотрит на то, что опять упало сверху. Горгона поднимает голову, смотрит олененку в глаза, и тот мгновенно превращается в каменную статую. Девочка и ее змей в замешательстве, но быстро приходят в себя и прячутся на дереве. Оказывается, волшебный дар Афины не выбирает, кто плохой, а кто хороший. Все, на что смотрит медуза Горгона, превращается в камень. Мама-олень подходит к своему детенышу и видит, что с ним что-то не так. Но постепенно она начинает понимать, что его больше нет. В последний раз она обнимает своего окаменевшего ребенка и издает крик отчаяния. Горгона осознает, что допустила ошибку, и безмерно страдает от этого. Наблюдавший за случившимся Персей спешит покинуть место трагедии. Он направляется во дворец своего правителя, чтобы рассказать ему, что обнаружил чудовище, которое превратило в камень его войско в храме Афины. Воины хотят мести и жаждут крови. Правитель отдает приказ найти и убить медузу Горгону. Он объявляет, что тот, кто принесет голову чудовища, будет награжден и объявлен национальным героем. А в это время медуза Горгона сидит в заброшенном храме и ужасно страдает от случившегося. Она безутешна. Горгона задумчиво смотрит в воду и печалится о своей непростой судьбе. Внезапно свод храма начинает разрушаться. Это делают воины, которые пришли убить медузу Горгону. Они агрессивны и настроены очень решительно. Воины выстроились в круг и направили огненные стрелы в сторону несчастной. Как может маленькая девочка защищаться от нападающих? Чтобы спасти ее, змеи образуют клубок и стараются ускользнуть от стрел. Вначале им это удается, но огненные стрелы продолжают лететь бесконечным потоком, и кажется, что скоро медуза Горгона и ее змеи умрут. Но тут мама-кобра останавливает убийц своим смертоносным взглядом и превращает их в камень. Однако Персею удается избежать участи своих товарищей, потому что он стоял за их спинами. Помня о награде, он все-таки решается прыгнуть вниз, где много воды. Ему во что бы то ни стало нужно получить голову чудовища, чтобы прославиться на века. Вот он осторожно перемещается в воде, но одна из змей хватает его за ногу и подбрасывает вверх. Персей выпускает в нее стрелу и попадает. Но это не главная змея, поэтому Персей намерен продолжить охоту. Он думает, что именно королева-кобра превращает в камень все живое. Ему нужна ее голова. Но как убить того, на кого нельзя смотреть? И Персей использует свой щит как зеркало, смотрит в него и видит в отражении главную цель. Мать-кобра подкрадывается сзади, чтобы нанести смертельный удар. Но в этот момент Персей отсекает ее голову. Он уверен, что убил чудовище. Но это не так. Раненая девочка притворилась мертвой. Она хочет запомнить убийцу своей мамы-кобры и вернется за ним, чтобы отомстить. Персей слышит едва уловимые звуки за спиной и замирает. Затем прячет голову кобры в мешок и думает о награде, которую получит из рук правителя. Он хочет покинуть то место, где убил мать девочки. Медуза Горгона в ужасе от происходящего, но она все еще находится в опасности. Используя свои навыки, которым ее научила мама-кобра, девочка цепляется за колонну. Она хочет оттолкнуться, чтобы взлететь наверх, как пружинка, но это не остается незамеченным. Персей бросает копье, но Горгоне удается ускользнуть. Наблюдая это, Персей задается вопросом:
Если чудовище невредимо, то чья голова в моем мешке? Хитрец понимает, что потерпел фиаско, но решает скрыть этот факт от воинов, которые уже ждут его с победой наверху. Теперь он держит мешок с головой кобры и объявляет всем: «Я убил Медузу Горгону». Люди любят создавать кумиров. Они радуются и провозглашают Персея национальным героем. Никто не подозревает, что все совсем не так, а Персей – обыкновенный лгун и убийца. А где сейчас наша маленькая Медуза Горгона? Она измучена стрессом и спит в развалинах храма. Ей снится сон, где мама Кобра жива. Но вот девочка открывает глаза и вспоминает все. В ней рождается желание отомстить. Она направляется во дворец и видит там статую Персея. В его руках голова Медузы Горгоны. Столько раз этот ночной кошмар посещал девочку. Она не может больше смотреть на это и выбегает из зала. Медуза Горгона быстро бежит по огромному коридору, но подворачивает ногу и падает. Когда она поднимает глаза, то видит перед собой много людей. Медуза Горгона пытается объяснить им, что произошло на самом деле. Но люди в ужасе смотрят на нее и моментально превращаются в камень. «Я не хотела этого!» – кричит Горгона и снова бежит прочь. Она долго сидит расстроенная, закрыв лицо руками. Потом приходит в себя и решается посмотреть на то, что произошло в храме. Она проходит мимо окаменевших людей и направляется в зал богини Афины. Там ее окаменевшая мама. Девочка ложится у ее ног и, обессиленная, засыпает. Змеи заботливо укрывают девочку ковриком. Они будут охранять сон ребенка и защищать от любого врага. Внезапно за колонной кто-то издает подозрительные звуки. «Эти люди снова хотят обидеть нашу малышку», – думают змеи, и нападают. «Спи, маленькая, все хорошо. Больше тебя никто не обидит». Да уж, интересная версия получилась. Что-то она мне напоминает. В следующий раз постараюсь найти сказку повеселее. С вами была ваша любимая сказочная фея Мила Авади. Спасибо за просмотр.